Всем привет! Смотрите в этом выпуске. Главный турнир года, первые подробности, А-гейминг, поиск нового капитана, национальные кубки, сумма призовых увеличилась в разы, ИС-3, очередной мастер-класс от левши. Не так давно завершился третий сезон Golden League, но уже совсем скоро нас ждет гранд-финал Лиги Wargaming. Главный турнир года пройдет с 4 по 6 апреля в Варшаве. На соревнования приедут 14 команд, по 2 лучшие от каждого региона, плюс 2 команды европейского сервера, которые получили специальное приглашение от организаторов. Подготовка к гранд-финалу идет полным ходом. Мы тоже не сидели на месте, объехали весь земной шар, встретились с игроками у них дома, отсняли уйму видеоматериалов. И скоро выйдет целая серия роликов, которая поближе познакомит вас с финалистами турнира. Следите за новостями. Пока одни команды собираются в Варшаву, другие уже вовсю готовятся к следующему сезону. Ноды, например, в поисках 2 игроков основы. А вот у А-гейминг дела еще серьезнее. Ребята остались без капитана и сейчас активно ищут ему замену. Подробности ищите на страницах обеих команд ВКонтакте. Приятные изменения в национальных кубках. Во-первых, призовой фонд турниров увеличен более чем в 3 раза. Во-вторых, количество команд теперь не ограничено. Если вы еще не играли, самое время попробовать. Подробности на сайте, а ссылка в описании. 15 марта в городе на Неве пройдет финал турнира Отжиг. Среди финалистов замечены игроки команд Synergy, Unity и Node, а также наши старые знакомые с команды LoL, которые хорошо замаскировались под названием «Легкие деньги». Организаторы обещают игровую зону и призы для зрителей, так что приходите, будет интересно. 23 марта в Ярославле пройдет финал очередного турнира из серии «Время танков». Регистрация открыта до 13 числа включительно. В рамках турнира будет организован и личный зачет. Принять в нем участие сможет любой желающий. Приходите и выигрывайте. Впереди вас ждет мастер-класс по ИС-3 от левши. А у меня на этом все. Всем пока! Всем привет, с вами Левша. В этом выпуске я расскажу вам про тяжелый советский танк ИС-3, который так часто используется в турнирном формате 7.42. ИС-3 является одним из популярных турнирных танков. У него 390 единиц среднего урона и при этом хорошая пробиваемость подкалиберным снарядом. К слову, и на бронебойках пробития хватает, чтобы прошивать танки 8 уровня. Из-за плохих углов вертикальной наводки, вниз орудие склоняется всего на 5 градусов, этот танк чаще всего используют на таких картах, как Химмельдорф, Энск и Руинберг, где не так много рельефа. Сейчас я покажу вам, куда лучше стрелять по ИС-3, чтобы выбить экипаж или закритовать модуль. Если ИС-3 стоит к вам лбом, то стреляйте в эту точку. Попав в нее, вы с большой вероятностью выбьете мехвода. Если же танк стоит к вам бортом, стреляйте чуть выше первого катка, как с одной, так и с другой стороны. Стреляя в правую часть башни, можно вывести из строя заряжающего. Он расположен именно там. Как ориентир, стреляйте чуть выше звезды. Наводчик и командир расположены в левой части башни. Чтобы выбить наводчика, стреляйте в поручень. Чтобы выбить командира, стреляйте чуть выше звезды. Теперь поговорим о самом болезненном, что есть у ИС-3, а точнее о его боеукладке. БК критуется как в корпус, так и в башню. Чтобы выбить БК в корпус, стреляйте между 3-м и 4-м катком, как с одной, так и с другой стороны. Если же танк стоит к вам лбом, как ориентир, стреляйте в пару. И точно в такое же место, только с другой стороны. Тогда вы гарантированно выбьете БК. Чтобы критануть БК, стреляйте в левую часть башни. Желательно стрелять в это место. А также не забывайте про перк «Бесконтактная боеукладка». С этим перком при первом же попадании в БК ваш танк не взлетит на воздух. Когда ИС-3 едет к вам бортом, стреляйте в заднюю часть корпуса, а точнее в баки. При первом же попадании можно спалить вражеский танк. Но обычно это бывает так. Первым выстрелом вы критуете баки и только вторым его поджигаете. При перестрелке в бойнице старайтесь выцелить крышу башни, у ИС-3 она картонная. Сейчас я немного обстреляю борта ИС-3, и вы поймете, под какими углами можно стрелять, а под какими нет. Вообще, благодаря его швам на корпусе, видно, где у него есть экраны, а где их нет. Когда вы стоите на углу дома и хотите зацелить линию, то нужно это сделать правильно. Сначала выезжаете под небольшим углом, таким образом, чтобы вас не могли пробить. Немного ждете, если лампа сработала, то дальше не стоит выезжать.
Наверняка там стоит вражеский танк, который уже зацелен на вас. Если же вы попытаетесь выехать, то скорее всего получите урон и в ответ не успеете стрельнуть. В случае, когда вы зацелены на угол дома и вражеский истребитель пытается выехать таким образом, стреляйте ему в крышку башни и уезжайте за угол. Если вы все сделаете правильно, то по вам не успеет нанести урон. Когда встаете в клинче, не забывайте своим орудием блочить выстрел вражескому танку. Это удобно делать как и в снайперском режиме, так и в аркадном. В клинче наносить урон удобно по люкам башни. Они хорошо пробиваются. Пушка у ИС-3 критуется, когда снаряд попадает во вторую половину орудия, которая ближе к маске. Не забывайте оставлять комментарии, понравился ли вам мастер-класс, а также подкидывайте темы для следующих выпусков. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте и играйте в танки. На этом все, всем пока!